Всем привет! Сегодня второй день эпической битвы за территорию. А вы наверняка смотрели день первый. У нас, вот наш дом, на территории есть гнездо. Лебеди свили гнездо, вот оно. Живет пара лебедей, у них в гнезде яйца, 5 яиц, и мы ждем вылупления птенцов, буквально со дня на день. И вот как-то к нам на участок пришел чужой лебедь, пришел соперник. Вот видите, мы увидели вот эту драку, я их разнял, разогнал по углам и прогнал пришельца. Вот. Но я про это рассказал в видео про первый день, но ситуация не была исчерпана, к сожалению. Вот смотрите, они оставили яйца на какое-то время, это тактика такая, увести от гнезда. Мы переживали, чтобы ночью ничего не случилось, не охладились, но, к счастью, вовремя они вернулись. Вот мама, ее зовут Голубка, она на гнезде. Вот она села на гнездо, все нормально. А в четверг вечер, прошел уже нормально, но на следующий день, в пятницу, все продолжилось. И с суши бои переместились на воду. Сейчас мы увидим. С утра, в пятницу, с утра пораньше, из окна мы увидели вот эту ситуацию. Они плавают, у меня на канале есть видео, там также плавают два лебедя. Это раздел территории, проведение границы. То есть они плавают, каждый один старается оттеснить другого. Вот справа территория одного, слева территория другого. И они пытаются оттеснить друг друга. Чаще это заканчивается миром, проведением границы, но не в этот раз. В этот раз смотрите. А в этот раз они начали драться. А драка на воде, лебединая драка на воде, это очень опасно. Она с гнезда пошла ему помогать. Один может утопить другого, они могут сцепиться крыльями и утонуть оба. Это такая очень рискованная ситуация. Мы решили время не тратить, сели в лодку и пошли их разнимать. Поплыли их разнимать, и сейчас смотрите вот эту ситуацию, как это развивалось. Ой, он его за шею давит. Вот, действительно, один уже стал на спину другому и топит его. Он его за шею душит. Немножко бы опоздали и все. А! То есть он на него стал лапами, доминацию, и голову опускает под воду, не дает ему дышать. Мы их спугнули, потом продолжилась вот такая драка. Мы их опять спугнули, и тот, который проигрывал, пулей устремился к берегу. При этом он так пищал жалобно. Осторожнее. Этот только что на нем сверху стоял и его душил. А этого совсем плохо, он еле-еле идет. Ему совсем плохо. Слава богу, все это они разошлись. То есть на берегу мне тоже пришлось их разнимать. На берегу опять же победитель стоял на спине у проигравшего. И, в общем-то, тоже его замыслы были едва ли хорошие. Мы проводили победил наш отец семейства. Но, понимаете, мне жалко обоих. Я не хотел победы кому-то одному из них, я не хотел гибели одному из них. Так вот, хорошо, что наш победил, потому что это обезопасивает, делает безопасным перспективу гнезда. Вот это хорошо. Но я не хотел, чтобы кто-то из них сильно пострадал. Мы его проводили, чтобы у него таких идей не возникало, каких-нибудь завиральных, вроде как вернуться и продолжить. Он все понял, помахал хвостом. И мы с ним мы поплыли, причалили. Лодка, мы первый раз в этом сезоне выплывали. Вот он машет хвостом, все окей, все окей. Хорошо, что успели. На минуту бы мы задержались, и могло кончиться все это плохо. Это у нас пятница. После этого новых нападений не было. Прошла суббота, сейчас я в воскресенье записываю комментарий к видео.
Вся суббота прошла спокойно, и в воскресенье до обеда тоже ничего не случилось. То есть, видимо, нападавший получил достаточно, все понял, и больше нападений, будем надеяться, не будет. А я вам расскажу, что это было за нападение, в чем причина, и расскажу, кто это. Разберемся, кто это по именам. Да, все озеро тут в перьях, а там победитель. Следы побоища, а там победитель плавает, который чуть не утопил, а потом чуть не на берегу не пригрыз своего соперника. Она подбежала, когда один из лебедей, вот которого побеждали, стал верещать, орать, она прилетела вот по воде, бежала, крыльями стучала, потом посмотрела, развернулась и уплыла. То есть, похоже, она поняла, что побеждает ее кавалер, и вернулась на гнездо. Да, ребята. Привет, красавец. Как оно? После вчерашнего-то? Да. Красавчик. Вот это суббота утро. Вот, победитель наш ходит. На гнезде тоже все нормально. Переворачивать, старается. Да. А лебеди и люди живут вместе на этом озере, документально, исторически уже 1000 лет. Перевернуло. Да, вчера стресс был у вас. Стресс был, да. Кошмар. Ну, заходи. Перья тебе, смотрю, перья у тебя торчат-то, повыдергали тебе перья, да? Ух, он такой. Гад такой. Да, помню, да. Аккумулятор решили не убирать, далеко не уносить. Вон в тень поставили. Может, еще придется ехать, разнимать. Потому что это цирк с конями просто какой-то устроили. Вчера целый день и сегодня. Анфисочка, я думаю, ты тоже возмущена вот этим всем. Да. Лодка не готовая, мы первый раз выплыли, все экстренно, подсоединили, подключили, поплыли. В лодке воды полно, не вычерпали. Сапоги успел надеть хорошо. Ну а что, на минуту бы опоздали, все, утопил бы его. Он просто на него сверху забрался и голову ухватил за шею и под воду, окунул под воду и держал. Вот какой молодец. Анфисия. Ну, сейчас опять шипение начнется. 1000 лет назад монахи-бенедиктинцы построили монастырь в селе Осях. Ну что, а там мокро на дне, все, до конца не вычерпали. Это рядом на этом озере, мы живем в селе Осях. И вот все эти годы сказать, что эти лебеди, это дикая природа, это дикие лебеди, да, они птицы вольные, дикие, но они из поколения в поколение живут рядом с человеком, в тесном контакте с человеком. На моих видео иногда можно видеть, как плывет рыбацкая лодка, и за ней обязательно следуют лебеди. То есть они знают, что у рыбаков есть хлеб, и просто за ними плавают, а рыбаки им дают. Но этот даже не помятый. Вот выглядит, как будто его даже толком не помяли. То есть он покрепче оказался. Очень многие подкармливают лебедей, особенно зимой, это повсеместно. Анфисия. А в летнее время, в туристический сезон, вот в пик, это очень развитая, очень популярная туристическая зона, приезжают туристы, и вот людей, которые кормят лебедей... Да, молодец, ты молодец. Ой, крутой. Это постоянное зрелище. Только брутальный слишком. Анфисия, вот сверзишься, а? А это гадюка, я видел, как он. На востоке озера есть заповедник водоплавающих птиц Тибельмюндум. Но там, часть лебедей там обитает, делает гнезда. Но вдоль всего берега вот этот тростник, вот вдоль всего озера берега покрыты тростником. Вот, и на многих участках селятся лебеди. Вот это лысухи. А вот птенчики, смотрите, вот птенчики лысухи, вот они.
Да, раз, два, три птенчика и мама. То есть это не то, что мы их взяли, себе поселили. Нет, мы с лебедями общаемся уже вот 6 лет живем на озере, 6 лет они приходят. Семейство. И первый раз, вот, что они решили гнездо свить у нас на участке. До этого они вели гнезда где-то в других местах, а к нам только приплывали. И что мы могли сделать, что надо было их прогнать, разрушить гнездо? Вот есть комментаторы, которые пишут: не надо вмешиваться в дикую природу. Это не дикая природа. И вот это такой симбиоз здесь. Вот здесь такая ситуация, совместное проживание. Хороший. Да, ты не обижайся, что я тебя палкой. Вот. А ты же его убил бы. Разве хорошо так? У нас же тоже гуманизм, а? А ты его топил. Ты его на берегу добивал как? Так нельзя. Ну ты молодец. Хорошо, что ты победил. Хотя бы с гнездом будет поспокойнее. Во многих странах мира лебедь-шипун, он занесен в Красную книгу. Лебедь-шипун такой исчезающий вид или уже исчезнувший вид. А здесь, на озере, их много, они успешно плодятся. У меня на канале есть видео, несколько видео, как они приводили к нам птенцов. Там было в 2018 году, в 2020, видео есть и 2016 года. Здесь каждый год добавляется десятка-полтора новых лебедей, птенцы. Вырастают, становятся взрослыми, кто-то остается на озере, кто-то улетает на другие водоемы. То есть здесь птицы себя чувствуют отлично, они размножаются и они чувствуют себя в безопасности. Вот. Надо ли было их разнимать? Конечно, обязательно надо было. Давайте сейчас я расскажу, кто есть кто, а потом расскажу, почему, какая причина была у нападения. Вот смотрите, это у нас птенцы 2018 года. Вот. Голубь и голубка. Вот этих лебедей мы назвали голубь и голубка. Они привели птенцов. И вот смотрите, вот это голубь, самец. Обратите внимание на его лапы. Смотрите, это что-то вроде артрита, артроза. Вот у него проблема с суставами, причем обеих ног. На одной лапе посильнее, на другой чуть послабее. Но проблема, вот смотрите, как он идет. Если вы присмотритесь, у него очень-очень плохо с ногами. Вот смотрите. То есть у него больные суставы. И это несколько лет. Это 18-19, вот у меня на канале видео за много лет. И везде видно вот эта проблема. А вот это, смотрите, это у нас съемки 2020 года, зима 2020 года. Вот. Та же семейство, голубка та же, но у самца лапы не дрожат. На канале есть видео про лебединую верность и лебединую Санта-Барбару. Вот смотрите, это километровый поход по льду, и тоже голубь не смог бы так пройти. Есть видео, в котором это была ситуация как раз 2020 года. В 2020 году весной и в 2020 году зимой голубка была с другим. Голубь улетал куда-то, но к нам пришла голубка с другим кавалером. Вот смотрите, вот это выводок 2020 года. Выводок 2020 года, папа, мама, и лапы не дрожат. Последний раз мы видели голубя, который хромал, весной в марте 2020 года. После этого с голубкой всегда был другой, молодой, крепкий, здоровый лебедь. Вот он. Почему голубь? Почему мы этого нового тоже называем голубь? Мы с Ириной давно это все поняли. В одном из видео, может быть, вы слышали, я проговорился, высказал, что совсем уж он на голубя-то не похож. И я не стер этот фрагмент, оставил. В одном из прошлых видео есть. Мы его тоже называем голубем по традиции. Вот у них гнездо вот это 21 года. То есть это голубка, но с ней другой. Вот я его говорил, ох, смотри, какого молодого-то крепкого нашла себе. Так что у нас опять есть голубь и голубка. Голубка старая, которая и была. А голубь новый, голубь номер 2. Мы его так и будем называть в дальнейшем.
Ну, такой достойный отец семейства. Теперь, что это было за нападение? Это не был захват территории. Это другая семья, молодые лебеди. Они находятся где-то, их гнездо в 500-600 метрах вот направо, если смотреть на картинку. Скорее всего, у них уже вылупились птенцы. А у лебедя, я как-то говорил в одном из видео, территория сколько глаз видит. То есть, если наш видит на другом берегу, что прилетели, там приплыли какие-то лебеди, он спешит туда 1,5 километра на разборку. Здесь у 2 пар лебедей гнезда в некоторой близости, 500-600 метров, вот такое расстояние, но у них был визуальный контакт. Наш вот этот новый голубь, он регулярно туда плавал, они там, сказать, друг перед другом, видимо, крылья поднимали. Но в какой-то момент у тех раньше вылупились птенцы. И тот лебедь, повинуясь, видимо, инстинкту, стал прогонять чужака, стал расширять свою территорию и приплыл с целью отодвинуть границу подальше. Соответственно, произошел конфликт. В этом конфликте нападавший проиграл. Так бывает. Им придется мириться с существованием друг друга. Может ли конфликт возобновиться? Да, может. Спустя некоторое время конфликт может опять возобновиться, когда тот залижет раны, придет в себя. Но посмотрим, что это была за пара. Это, может быть, были, Петя, Маша, когда-то видео про них были, может быть, это была пара, которая бывала у нас на территории. Но это не обязательно, это не факт. Я поговорил с человеком, который, один пенсионер, он давно живет на озере, ему ситуацию обрисовал, он сказал, что нет, территорию бы они захватывали, может быть, для гнезда, до того, как вьется гнездо, с осени или зимой. Да, они могли бы присматривать место для гнезда и попытаться, отжать эту территорию. Но сейчас, весной, такой конфликт. Это случается, когда птенцы уже вылупились. У конкурента птенцы уже вылупились, и он становится более агрессивным. И у него этот инстинкт всех, кого он видит в пределах видимости, он должен прогнать. Это мы с вами наблюдали. Но пока все закончилось нормально, все успокоилось, все стало как было. Так что не волнуйтесь и ждем появления птенцов. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!